Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Invicta, модель 12469 ProDiver. Вот, пришли в такой коробке, инструкция, дополнительная гарантия, гарантийная карта. Я это сразу убираю, в общем-то, потому что это нам больше не понадобится теперь. Достану сами часы. Я эти часы очень ждал, потому что мне они показались весьма интересными. Здесь заявлен швейцарский механизм, то есть и плюс цифроаналоговый дисплей. И я сейчас все подробно об этом расскажу. То есть, первое, что я хочу сказать, часы очень красивые, то есть они полностью оправдали мои ожидания. Насыщенный такой ультрамариновый цвет, синий. Вот это все лаком сделано. Часы, значит, крупные. Диаметр корпуса 43 миллиметра, толщина 15. Вот. И достаточно тяжелые, потому что толстый металлический браслет вот с такой застежкой. Часы весят 160 грамм. О функциях чуть попозже скажу. Да, вот. Заявлен швейцарский кварцевый механизм. Вот. Ну и номер модели написан. Все из нержавеющей стали полностью. Когда я эти часы получил, возник вопрос, как ими управлять, потому что, в общем-то, цифроаналоговые часы у меня были, но обычно здесь как минимум присутствуют еще две кнопки. Здесь ничего такого не было, то есть было две кнопки и головка. В общем-то, я потыкался, помыкался. В общем-то, подробной инструкции почему-то в комплекте обычно идет вкладыш. Здесь этого не было. Пришлось поискать, я даже не знал, какой здесь механизм, какой фирмы. Но в итоге, в общем-то, все я обнаружил. Оказалось, что механизм здесь швейцарской фирмы Isoswiss. Вот такого калибра 95-16, 30-30 в данном случае он стоит. Вот. И я по этой инструкции буду полностью рассказывать, как выставляются часы. Ну вот смотрите, вот режимы часов. Вот. Соответственно, все режимы выставляются вот этой кнопкой. Вот. В данном случае это будильник. Это второй часовой пояс, секундомер, день недели и возврат в состояние выключенного дисплея. Вот теперь по пунктам все расскажу, как что настраивается, потому что сам, в общем-то, разбирался с этими часами пока по инструкции. И вот сейчас мы будем заниматься синхронизацией стрелок. Вот первое, что нам нужно сделать, это мы нажимаем на 3 секунды. Вот. И нам нужно добиться, чтобы в режиме синхронизации стрелок все стрелки стояли в позиции 12 часов. Вот. Мы не добились этого, теперь подгоняем вручную. То есть вот таким образом мы добьемся. Я сейчас ключ повернул чуть-чуть и держу. И вот сейчас, вот смотрите, вот мы добились синхронизации стрелок. Вот. Теперь нам нужно установить время. Но будем ставить время 14:43, 44. Вот сейчас будем ставить. Сейчас они вернутся в свою позицию. Смотрите. Вытащили. Вот теперь стрелки синхронизированы, они показывают, что аналоговый, что цифровой дисплей показывает 6:20. Нам нужно поставить 14:43. Пока переводили стрелки, время поменялось. 14:44, я поставлю 14:44. Пришлось немножко промотать, чтобы ускорить этот процесс. Так, вот. Вот мы поставили время. Дальше, что нам нужно? Дальше
Ну вот, это все подробно показано. Значит, что отвечает за что какая клавиша. Вот. Теперь здесь функция будильника. Вот видно, что можно выставить будильник. Значит, возвращаемся в режим установки будильника. Вот пробелы показывают, что будильник не установлен. Значит, ставим, допустим, на 14:48. Четырнадцать. 48. Все, теперь, чтобы включить, если дисплей пустой, значит, секундомер, значит, будильник не активирован. Для активации будильника нажимаем вот эту кнопку. Вот. Вот он активирован. Немножко подождем. Все, вот мы слышим, работает будильник. Ровно в 14:48. Остановить можно нажатием на любую кнопку. Дальше смотрим, какие дальше функции здесь есть. Следуем строго по инструкции. Функция второго часового пояса. Вот функция второго часового пояса. Вот смотрите, мы сейчас будем менять, ну, допустим, там, не знаю, 10 часов там или сколько-то. Ну, вот это, допустим. Вот мы выставили время. Обратите внимание, что вот здесь можно поменять только... Сейчас. Минуты можно поменять только с шагом полчаса. То есть, так как это часовой пояс, то, как известно, они отличаются друг от друга только на час или на полчаса. То есть, как бы по Гринвичу, соответственно, +5, +5:30, +6, +6:30 или +2 и так далее. То есть, поэтому нет необходимости переставлять поминутно, соответственно. Вот мы меняем часы, а вот здесь вот меняем минуты. Вот. С шагом полчаса. Все. Дальше. Функция хронографа. Функция хронографа. Ну, она достаточно простая. Вот здесь, в общем-то, описано, что нажимать, но я сейчас подробно расскажу. То есть функцию хронографа, опять же, переходим, нажимая основную кнопку. Вот. Значит, старт. Стоп. Это первый режим старт, стоп, сброс. Второй режим старт. Дальше промежуточный результат. То есть мы нажали промежуточный результат, секундомер продолжает работать, видно мигание. Дальше еще раз нажимаем, измерение продолжается. И окончательный стоп. Теперь сброс. В общем-то, достаточно простой хронограф или секундомер. Вот. Ну и сейчас выставим дату. Дата, в общем-то, выставляется достаточно просто. Вот здесь чуть подробнее описано. Это я говорю для англоязычных людей, которые не понимают по-русски. Не говорю, а показываю инструкцию. Значит, смотрите. Все очень просто. Нажали кнопочку. Первым высвечивается год. Год сейчас 15. Сегодня 30 января. Месяц 1. День 30. 30. Все. Пятница. 30 число. Ну вот и все. Вот это все функции. Да, еще есть режим низкой батареи. Сейчас покажу, потому что у меня батарея не низкая. Вот в инструкции, значит, если батарея будет разряжаться, то на индикаторе высветится сигнал о том, что батарея низкий разряд. Слово battery. Да, осталось показать подсветку. Первое, что я покажу, это светонакопитель.
Видите, яркий и красивый такой синий или голубой цвет. В общем-то, очень красивый. Сейчас я покажу работу подсветки еще плюс ко всему. Значит, ключ поворачиваем вверх. 12:53. Ну, это во втором часовом поясе, который мы... Или вниз. Или вниз. Вот таким вот образом работает подсветка. Сама по себе оригинальная. Да, еще одной из особенностей, хочу отметить, что одной из особенностей этих часов является то, что вот эти кнопки фиксируются. То есть, если вот фиксаторы закрутить вот эти оба фиксатора, то это предохраняет от случайного нажатия. То есть в данном положении часы, то есть эти кнопки не функциональны, то есть они просто не нажимаются. Безель, кстати говоря, односторонний, вращается в одну сторону. Здесь искусственный сапфир, стоит прочное упрочненное минеральное стекло, то есть безель, видно, вращается в одну сторону. Водозащита декларирована до 200 метров. Вот. Покажу, как часы смотрятся на руке. Я ремешок не уменьшал, но все равно покажу. Вот так часы смотрятся на руке. Очень красивый цвет, очень красиво смотрятся, качественно выполнены. В общем, часы мне действительно понравились, могу рекомендовать. Спасибо за то, что посмотрели обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока, до новых видео.